Всем привет, дорогие друзья! Сегодня по многочисленным просьбам буду готовить японский молочный хлеб Хоккайдо на заварном тесте, но очень простым способом, поэтому на приготовление вы не затратите много времени и сил. По сути, этот японский молочный хлеб похож на в меру сладкую, нежную, сдобную булочку, но с особенной волокнистой, воздушной и упругой структурой теста. Булочку можно приминать сверху вниз и с боков, и она будет снова возвращаться в свой первоначальный вид. Благодаря заварному способу приготовления теста хлеб долго не черствеет, и вкус у него просто потрясающий, такой молочно-сливочный. Обязательно его приготовьте и попробуйте. Приготовим тесто, и для этого мне понадобится в теплое молоко, температура которого примерно 38 градусов, всыпаю сахар и всыпаю дрожжи. Хорошо перемешиваю и оставлю постоять минут на 5-7, чтобы дрожжи подошли. В миску просеиваю муку. Часть муки я оставляю, буду ее потом добавлять постепенно. Для этого теста очень важно не забить его мукой. Добавляю соль, перемешиваю. Сегодня готовим особенное тесто. Для него надо часть муки заварить. Делать так называемую заварку. Я делаю немного проще. Не делаю специально никакую заварку, а просто в муку выливаю крутой кипяток. И у меня уже получается часть муки заваривается. Не надо отдельно ничего варить. Посмотрите, получается вот такой своеобразный клейстер уже прямо в муке. На самом деле это очень просто и действительно упрощает процесс приготовления этого теста. Дайте вот этому участку теста немного остыть. Не вливайте сразу сюда дрожжи. Можно вот так вот немного перемешать еще с мукой. И теперь я сюда добавляю яйцо, добавляю сгущенку. Все ингредиенты для теста обязательно должны быть комнатной температуры. Сгущенку, например, я даже специально немного подогрела. Вливаю подошедшие дрожжи и растопленное сливочное масло. Сначала замешиваю тесто лопаткой. Добавляю оставшуюся муку и дальше буду домешивать тесто руками. Перехожу к замешиванию на столе. И сейчас очень важный момент. Вымешивать тесто надо достаточно долго, чтобы оно стало очень эластичным и мягким. Посмотрите, сейчас тесто у меня еще как будто вот такое липковатое, но муку я сюда не добавляю. Буду месить его, пока оно не перестанет приставать к рукам и к столу. Минимум 10-12 минут. Конечно, вы можете воспользоваться для этого тестомесом. Я же буду месить руками. Конечно, если вы чувствуете, что тесто у вас очень липкое, можно добавить немного муки. Заваривание муки позволяет улучшить вкус хлеба, увеличивает срок его хранения, он долго не черствеет. Мякиш становится более сочным и волокнистым. Посмотрите, какое в итоге тесто получается. Такое нежное, мягкое, эластичное, не прилипающее к рукам, к столу. Подкатываю его в шар. Беру миску, смазываю ее слегка растительным маслом без запаха. Тесто также перекладываю в миску. Закрываю пищевой пленкой и отправляю на расстойку в теплое место примерно на 1 час. Все, кто смотрит мои видео, знают, что обычно я ставлю миску в микроволновку, рядом ставлю стакан с горячей водой. У меня получается такой теплый шкафчик. При этом, конечно, микроволновку я не включаю. Посмотрите только, как подошло тесто. Оно у меня буквально выпирает из миски. Оно просто невероятное. Достаю его из миски и разделю на 4 равные части. Каждый кусочек примерно по 240 граммов. Подкатываю их в шар, подбираю все тесто внутрь и подкатываю. Накрываю пленкой и оставляю отдохнуть минут на 5-7.
Выпекать хлеб, или можно сказать булки, я буду в квадратной форме, размер 21 сантиметр. Выстелила все пергаментной бумагой. Я ее ничем не смазываю, так как у меня бумага хорошего качества. Беру тесто, которое я формировала первым, переворачиваю его дном вверх. И теперь скалкой раскатываю в такую прямоугольную лепешку. Теперь и все скручиваю вот в такой рулетик. Подкатываю и прижимаю пальцами. Очень похоже, таким образом формируются багеты. Вот этот шов защипываю. Получается вот такой рулетик. Я его сейчас откладываю в сторону, перекладываю швом вниз. И точно таким же образом формирую остальные кусочки теста. Пока я формирую следующее, этот отдыхает. Накрываю его сверху пленкой. Тесто такое нежное, что абсолютно для подсыпки не нужна мука. Теперь беру рулетик, который я формировала первым. Тесто здесь уже отдохнуло. Переворачиваю его швом вверх и снова раскатываю. Сначала слегка его прижимаю и раскатываю в прямоугольный такой пласт. Слишком широко я его не раскатываю. Получается вот такая прямоугольная лепешка, длина 24 сантиметра и ширина 10 сантиметров. Снова скручиваю все в рулетик. Вот таким образом поджимаю. И вот этот шов защипываю. Получается вот такая булочка. Я ее выкладываю в форму для выпечки. Точно таким же способом формирую остальные булочки. Вторую булочку выкладываю прямо рядом с первой. Вот таким образом. Сформированные булочки накрываю сверху пленкой и оставляю на расстойке примерно на 40-45 минут. Они должны заполнить всю форму. Посмотрите только, как великолепно подошло тесто. Чтобы булки получились красивыми, румяными, сверху их смажу желтком и молоком. Аккуратно смазываю сверху, чтобы не осадить тесто. И отправляю всю эту красоту в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Форму я ставлю на средний уровень, включен верх и низ духовки. Примерно на 20-й минуте выпечки я прикрою булочки сверху фольгой, чтобы верх слишком сильно не подпекался. Мой японский молочный хлеб уже готов. Посмотрите, как красиво все подрумянилось. Обязательно проверяем готовность. Достаю хлеб из формы и перекладываю на решетку. Посмотрите, какая красота получилась. Это вообще что-то невероятное. Сейчас оставляю хлеб остывать. Друзья, этот хлеб, эти булочки, они, конечно, особенные. Они такие нежные, вкусные. И мякиш, он хоть и воздушный, но вместе с тем он и влажный. В этом просто невероятная прелесть этого хлеба. Я и моя семья, мы просто обожаем эти булочки к завтраку. Они такие вкусные, нежные, ароматные. Именно с таким молочно-сливочным вкусом. Очень рекомендую их приготовить и попробовать. Уверена, они вам также понравятся. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня». Всем пока!